В этом видео максимально долгая дорога к автовозу. Такого у меня не было еще никогда. Очень короткий отдых и врываюсь в первый день каденции, который получается весьма продуктивным. 2 выгрузки в автосалонах и 1 полноценная загрузка 4 бусами. Полетели. Сегодня суббота, а это значит, что наступило время выдвигаться на очередную каденцию на автовозе. Работать я буду 2 месяца на этот раз, на все праздники, которые только можно. На Рождество, на Новый год, на день рождения жены, на еще одно Рождество. Короче, все классно, но ничего не поделаешь. Такая работа, такая специфика. Ехать я буду сегодня до середины Германии. Добираемся мы каждый до своих будок на таких вот бусах. В целом неплохие, кстати. Мерсы на автомате. Сиденья удобные. Места в ногах хватает. В принципе, мы меняемся недалеко. В Германии, в Чехии, Австрии, бывает даже в Польше. Никаких Парижей, Лионов, Миланов. Это не может не радовать. Ну, погнали! Очень рано темнеет в Польше. Мы сейчас на гриле. Здесь всяких разных забегаловок на любой вкус и цвет. Просто по-любому сюда заезжают все покушать. Польская кухня, как всегда, the best. Цены супер, порции большие. Все вкусно, как домашняя такая вот еда. Вообще класс. Обожаю. Сейчас поедем дальше. Уже всех собрали, коллег по дороге. Поедем дальше меняться, и меняюсь я последний. Все-таки, парни, добрался я до своей скамейки сегодня. Правда, есть один нюанс, как я уже говорил раньше. Менялся я самый последний, и по итогу провел я в бусе 35 часов. Это не может не радовать. Это вообще... За все время у меня было много разных замен, разной степени лютости. Там и бусы ломались, мы стояли на трассе, мерзли зимой. И, в общем, чего только не было. Разные были ситуации, но замена в этот раз – это абсолютный мой рекорд по продолжительности пути в бусе. 35 часов. Я ехал целый день, потом ехал целую ночь, потом ехал целый день и приехал в 11 вечера в воскресенье. В экспресс-режиме просто раскидался по кабине. У меня здесь полнейший бардак, потому что нету времени особо было чем-то здесь заниматься, потому что приехал поздно, завтра уже с утра нужно начинать работать. Поменялся я в середине Германии, возле Касселя. Это как бы недалеко, но когда ты меняешься недалеко, это палка о 2 концах. Тебе может повезти, и ты поменяешься там один из первых или даже самый первый, и с кайфом прокатишься на бусе недолго, приедешь вечером в субботу на свой автовоз,
спокойно разложишься, поспишь как человек, и потом целое воскресенье у тебя выходной, ты тут налаживаешь свои порядки, все раскладываешь по своим местам, отдыхаешь перед первой рабочей неделей. Но, с другой стороны, тебе может не повезти, и ты поменяешься последний или в числе последних, как у меня было в этот раз. Замело автобан в Германии, приходилось ехать медленно. Когда я приехал, был снегопад, пришлось раскладывать вещи в темноте, в холод и в снег по кабине. В общем, буду отдыхать. Завтра начинается то, ради чего мы здесь все собрались. Только проснулся, сейчас поедем сразу же выгружаться. У нас 2 выгрузки в 2 салонах и потом загрузка. Быстро осматриваем автовоз обязательно, чтобы все было в порядке, и выдвигаемся. Надо сделать фото, потому что вчера я приехал, уже было темно, ничего не сфотографировал, не отправил на фирму, никакой отчет не делал. Нужно будет сделать либо сейчас, либо уже потом, как только будет возможность. Поставим на сушилку перчатки. Выгрузили 4 машины, а до этого коллега выгрузил 1 машину, то есть всего 3 выгрузки. И сейчас 30 километров и выгружаем оставшиеся 3. Пока выгружался, мультиварочка мне уже приготовила булгур. Сейчас буду завтракать. И в принципе делаю так всегда. То есть либо во время загрузки ставлю мультиварку, пока я загружаюсь, выгружаюсь, она мне уже приготовит. Либо во время, там, например, я загрузился, заправил мультиварку и поехал. Знаю, что буду ехать, например, не смогу приготовить на ходу. Я сразу закидываю мультиварку, и в течение там получаса, 40 минут уже у тебя готовая еда. Ты можешь останавливаться на перекус. Переодеваться не буду, тут ехать 30 километров. Как я люблю, ребятки, эти автосалоны. Почта, так называемая, доставка машин в дилеры. Постоянно по бордюрам скачешь. Ну, это образно. Конечно же, ты не скачешь по бордюрам. Но где-то приходится аккуратно заезжать на тротуары, разворачиваться в узких местах, потому что это все время города. Какие-то узенькие поворотики, улочки. Иногда даже чаще всего
негде даже стать, чтобы просто выгрузиться. Мимо тебя постоянно проезжают машины, ты всем мешаешь, работаешь прямо на дороге. Неприятное такое. Ух ты! Лед. Я очень люблю зиму и снег, но не тогда, когда я на работе, а когда желательно я дома, на диванчике, под одеяльчиком и наблюдать на все это со стороны за окошком. Так, 2 выгрузки выполнены успешно. Сейчас едем на загрузку. Загрузка у нас 4 буса, 3 таких Т7 и 1 такой бус. Я уже их проверил. Поехали грузить. Первый бус загоняем задом на 2-й этаж тягача. Складываем зеркала и подъезжаем к трапам. Обязательно выходим посмотреть, что у нас там справа, потому что мы видим только слева. Проверили, что все четко, и катимся задом. Потихоньку, аккуратно. Бус, машина широкая, поэтому не спеша. Главное не уехать никуда в сторону. Примерно до сюда. Вот здесь нужно аккуратно вылезти, чтобы не поставить дефекты об заборы. И опускаем 2-й этаж. Ну, примерно до такого положения. Следующий пошел передом наверху прицепа. Здесь тоже аккуратно с дверью, потому что об эти тросики легко можно нафигачить себе дэмэджей. Особенно на дверях бусов, потому что тяжело вылазить. Бузик решил поставить за предыдущим на 2-м этаже передом. Здесь уже двери хоть на 180 градусов открывай.
А этот будет самый сложный. Тут надо смотреть мало того, что по бокам, так еще и крышу. Лучше пойду посмотрю сейчас. Все чики-пуки. Погнали. Зеркала тоже смотрим, чтобы об стойку не обтесать. Вверх тоже. Но вылазить здесь только так. Пацаны, да, так нельзя. Ну ничего ты с этим не сделаешь. Никак ты больше не вылезешь. Смотрим здесь зазорчик. Опускаем вниз. Чтобы окончательно прикинуть, как оно. Зазоры. Здесь вообще огонь. Опускаем второй этаж. Единственное, что тут надо посмотреть, это вот эту лыжу. Лоровская лыжа эта, она очень коварная. Высота огонь. Вот так это выглядит. Классная загрузка. Здесь отличный зазор. Можно даже не ходить, не проверять на повороте. Здесь все супер. Здесь тоже. Длинноватый, конечно, я получился, но ничего не поделаешь. Да уж, Германия, конечно, подрастаяла после этих снежных выходных, а вот в Чехии нет еще. Самая опасная дорога сейчас. 0 градусов, -1, +1, такое, самое такое неопределенное. Все время думаешь, лишь бы не поймать лед на дороге. Сейчас 11:10. И вот такая пустая дорога. Нужно обязательно сегодня проехать Прагу, успеть, потому что иначе я завтра не хочу там толкаться в пробках. Мои самые любимые вакантные места. На обочинах заездов и съездов с трассы. Всегда есть место свободное, можно выкатить все время до последнего. Сюда нужно становиться только тогда, когда действительно нету мест на паркингах, потому что бывали у меня случаи, когда полиция приезжала ночью и будила. Правда, никуда не выгнали. Повезло. Здесь самое интересное место. Все хорошо. Я сделал 2 выгрузки по автосалонам, загрузил 4 буса и проехал за сегодня 715 километров, и это даже без 10 часа. Пролетел Германию и не встрял ни в одну пробку, а это уже успех. Ночью проехал Прагу, тоже отлично. Как тебе день автовозчика?
Пиши в комментариях, работал бы ты на такой работе, или ну его нафиг, лучше понаблюдать издалека на ютубчике в спокойной атмосфере дома под чаечек. А вообще вы могли заметить, что это мое первое видео, и я бы сейчас совсем не отказался бы от зрительской поддержки, поэтому подписывайся, реагируй на видео лайком или дизлайком, ставь колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И вообще важно понимать, интересна ли вам такая тематика или нет. Пошел отдыхать.